Здравствуйте, друзья! Уже несколько месяцев назад я обещала сделать видео, как убрать дырочку, которую сделала моль. Ну, если дырочка в свитере или еще в какой-то мягкой вещи, то ее просто берут и зашивают. Ну, а если это пальто, да в таком месте, что вышивку не сделаешь, то здесь нужно с этим делом бороться. Ну вот, посмотрите. Оказалось, и у меня моль покусала вот мой берет. Вот такие вот дырочки. Они, нельзя сказать, что были сильно заметными, но уже его в таком виде не оденешь. Ну, а бывают ведь дырки эти гораздо больше. Что я предлагаю сделать? Нам нужно восстановить вот здесь такое же покрытие, как и во всех других местах. Где мы можем взять такой шерстки? Вот где-нибудь с изнанки мы должны нащипать, выступить сами в роли моли. Можно это сделать руками, а можно взять станочек. Вот так будет быстрее, и тоньше слой вы срежете. На пальто тоже всегда есть местечко, где можно наскрести вот этой вот шерстки. У меня дырочка небольшая, я считаю, что мне хватит. Ну, а вы уже смотрите, у кого какая дырочка. Ну, и тут нам сейчас нужна будет высокая точность и большая аккуратность. Нужно взять клей. Клей должен быть универсальный, который не боится влаги. И после высыхания, который остается мягким. Вот я немножечко намазала здесь клея. Беру зубочистку. И то место, где у меня покушала моль, чуть-чуть мажу клеем. И быстро, пока он не высох, я должна реставрировать здесь. Я беру другую зубочистку чистую и пытаюсь воссоздать такую структуру, как у меня вокруг. Смотрите, одной дырочки уже нет. Так, теперь следующую давайте. Единственный минус: этот клей очень быстро засыхает. Клея много брать не нужно, лучше делать небольшими кусочками. Так, и вот шерстка моя. Работать нужно быстро и очень аккуратно, если вы хотите реставрировать свою вещь. Ну вот, смотрите, тут я уже заклеила. И что осталось? И вот еще осталась дырочка. Вот. Тут просто вгрызлась моль очень тщательно. Ну и вот, смотрите. Ну и вот, посмотрите, даже не найти место, где были укусы моли. Может быть, не очень хорошо заметно, потому что шапка такая мохнатенькая. Но принцип такой. Аккуратно наскрести с какой-нибудь невидимой части меха, из которого сделано ваше пальто или пиджак. И очень аккуратно клеем. Можно брать, наверное, клей ПВА. Он дольше засыхает.
и он тоже не теряет эластичности после склеивания. А сейчас я вам покажу принцип, как починить меховое изделие. С длинным мехом шапку, допустим, починить гораздо легче, тут легко зачесать. Можно делать также и с коротким мехом. Ну вот, допустим, у нас вот здесь выела моль кусок. Нам нужно найти где-нибудь в таком месте, в самом незаметном, где не пострадает внешний вид. Видите, здесь, допустим, шапочка идет так, а это возле подкладки. Здесь не страшно, если мы кусочек вот этого меха вырежем. Как нам сохранить этот мех, чтобы с ним можно было поработать? И сделать или обмотать ниткой хорошо вот этот кусок меха, который мы будем вырезать, или можно еще поступить вот таким образом. Возьмем кусочек бумажки, вот так, и прищепку. И теперь мы можем вот здесь мех подрезать. Я надеюсь, здесь не будет заметно. Вот, видите? Вот такая получилась. Теперь нам нужно сделать, ну, может, ну вот я вот в такое вот состояние его привела. И теперь мы с вами будем работать. Наверное, ниткой все-таки будет удобнее. Мы ниткой так, знаете, как раньше делали кисточки. Вот, я обмотала ниткой. Здесь нужно хорошенечко подровнять. Ну и идем к нашему месту, выеденному молью. Здесь мы тоже должны действовать предельно быстро и очень аккуратно. Вот я выдавила немножко клея. Я беру чистую зубочистку. И теперь нашу кисточку мы должны вот так приклеить. Теперь мы можем убрать прищепку и размотать аккуратно нашу ниточку. Так, давайте я ее разрежу. Разматываться она не хочет. Аккуратненько разрезаем. Ну и вот смотрите, наш вклеенный кусочек меха. Клея сейчас очень хорошие, держат прочно. И смотрите, абсолютно ничего не видно. Точно так же поступать можно и с коротким мехом. Ну, может быть, более трудно будет сделать такую вот кисточку. На этом, друзья мои, ремонтируйте вещи, а еще лучше прогоните моль из дома. Всего вам доброго, до свидания.